О чем хочет рассказать вам Луна в полнолуние? О чем хочет рассказать вам Луна в лунное затмение? Я приглашаю всех, кто сейчас меня нашел, на этот расклад, моих родных подписчиков и новых друзей. Сейчас мы попросим саму Луну рассказать нам историю вашего будущего, сказать вам, от чего можно вам уйти и к чему лучше вам прийти. Карты будут это делать через Луну. И неважно, заказали вы или смотрите вот такой, по моему методу, общий расклад, в любом случае карта, она не работает сама по себе, только когда есть вопрошающий. И с каждым вопрошающим карта работает по-своему. Вы будете ее слышать своим голосом и понимать ее по-своему. Поэтому по моему методу не стоит заказывать. Можно обратиться к моим общим раскладам. А я хочу сказать, что я благодарю всех, кто сейчас смотрит для себя, потому что чем больше счастливых людей на Земле, тем счастливее наша Матушка Земля. Я прошу высшие силы, я прошу ангелов Луны с небес посмотреть на нас. И я прошу дать нам успех, деньги, счастье. Каждый, кто хочет для себя счастье, его получит. А я буду начинать раскладывать карты. Вначале мы будем искать с вами карту Луны. Карта Луны в этом случае будет сигнификатором. На нее мы будем смотреть, у нее мы будем спрашивать. Луна — это тоже ипостасия Творца. У нас в Солнечной системе, кто не знает, мы объять Творца не можем нашим человеческим умом. Что бы там вам ни говорили, но не можем. Потому что Творец держит в себе, содержит в себе и наблюдает, и благословляет, устраивает все в порядке во всем космосе. Это триллионы звезд. Представьте себе, таких звезд, как Солнце или больше. Триллионы и триллионы и триллионы. А мы с вами люди. Поэтому в Солнечной системе есть ипостасия Бога, которая нам понятна, разделенные, как, например, Солнце — это ипостасия Творца, Луна — ипостасия Творца. Луна показывает личную жизнь человека. Итак, мы спросим у Луны, какое у вас будет будущее, на что нужно обратить внимание, а потом сделаем в конце с вами тоже обязательно очищение от негатива. Я буду произносить старинную молитву. А сейчас вы посмотрите сюда, если есть желание, конечно. И что вы видите? Луна — это сигнификатор. И у нас дом. Будет здесь разговор идти о вашей личной жизни, о вашем доме, о вашем успехе, о ваших финансах. Все в дом. Благосостояние в доме. А также выявление врагов. Потому что тучи — это те, кто мешает вам жить. Да, действительно, те, кто мешает жить, влияют. К сожалению, это так. Общее пространство всегда со знаком минус. Поэтому внутреннее пространство у человека всегда должно быть со знаком абсолютного плюса. Внутри у вас всегда должен быть мир с собой. Внутри у вас всегда должно быть состояние покоя, удовольствия, счастья и радости. И это все зависит только от нас, внутреннее состояние человека. И тогда тот мир, который со знаком минус, мы сможем победить. Мы сможем в нем выстоять, мы сможем в нем выжить. Итак, я спрошу у Луны. Для всех, кто смотрит меня, я спрошу у Луны, у Матушки Луны, у Небесной Властелительницы. Матушка Луна — это, вы знаете, как святые силы. Святые силы же, они опять же приходят нам через атмосферу, вначале через планеты, а потом на Землю спускаются. И даже христиане, они взяли все символы и крест. Особенно крест. Кстати, крест — это символ человека по алхимии. Древность — символ человека. Все взято из древности. Ничего не возникло само по себе. Если это проявилось в жизни на Земле, то и сам Христос, любое живое существо проявилось на Земле, это уже было и до рождения. Ничего не может возникнуть из ничего. Поэтому Луна, она имеет в себе души людей. По астрологии есть очень главные 3 символа. Это полумесяц, полукруг — это душа человека и души человека на Луне. Обязательно все души ваших предков, ушедших на Луне. Это круг, это дух. Дух — это принцип духа, Святого Духа. Это интернет.
Это просто как принцип духа. Да? Святой Дух, конечно, он очень обширный, но как мы понимаем интернет, мы можем разговаривать с друг другом, и с разных мест мира в тот же момент это действие Святого Духа. Так действует Святой Дух. И человек. Человек — это крест. Все, это символ человека. Это человек в покое ночью, горизонтальная линия, вертикальная линия — это человек днем. Вот и все. Эти три принципа, там целая философия жизни, о них можно энциклопедию писать, просто об одном принципе, об одном символе. И здесь идет символ духа. Это духа и души. Извините, я не заговариваюсь, значит, мне такие слова идут, да, не оговариваюсь в смысле. Мне такие слова идут, потому что иногда вот это живой канал, я считаю, да, связи со Всевышним, связи с Творцом, связи с Луной, с вашими хранителями рода. Иногда канал идет так красивым предложением, иногда канал идет отрывками, а иногда даже по полслова, и мне приходится хватать их, потому что я делаю живой ченнелинг от карт, от Луны, да, карта — это просто языковой такой состав высших сил. И поэтому иногда так отрывками непонятно вам, и думаете, что я оговорилась или заговорилась. На самом деле так идет канал связи. Иногда он идет вот, знаете, так ломано, иногда он идет плавно. Все зависит от того, что открывается. Я все говорю, что открывается, даже с риском о том, что могут люди сказать, что я там и так неправильно делаю. Я даже здесь рискую, потому что мне нужно считать честно те слова, которые мне идут в канале. Я просто рассказывала вам, вот это расклад. Рассказывала вам, пока карты мешала. Вот это расклад, девочки. Здесь это две колоды, если кто не знает, лиловые и вишневые сумерки. Две колоды плюс карта гадалки. То есть 36 плюс 1. Вот это нумерологический состав этой колоды. И из всех этих карт, их очень много. Смотрите, вышло две карты Луны. То есть карты хотят с вами разговаривать, хотят вам всю правду открыть. Они хотят с вами взаимодействовать и хотят показать ваше будущее, хотят рассказать. Это уникально, просто уникально. Каждый расклад уникальный. Я благодарю Луна. Сейчас будем спрашивать. В вашем доме есть какие-то лисы. То есть, если перевести на такой язык простой, в вашем доме есть люди, которые вами манипулируют. То есть, это вообще так часто бывает во всех семьях. Дети это делают сознательно, дети это делают нормально. Это их такая задача, да, манипулировать родителями, чтобы добиться того, чего дети для себя хотят. Да. Это, в общем-то, это не новое, да, и этого бояться не нужно. Люди взрослые уже, тем, которым очень много лет, там 90+, они подсознательно тоже это делают, и тоже вот их такая задача, что ли, относительно вас. Поэтому что для вас важно, не поддаваться на эти все, можно сказать, выходки родных, да, а можно сказать, что, поймите, это их слабость, и их за это ненавидеть не нужно. Их нужно просто принимать, какие они есть, и дать им... Что значит принимать, какие они есть? Принимать на то место, которое вы им дадите в вашей Солнечной системе, у вас внутри. У каждого человека своя Солнечная система, своего гороскопа, своей жизни. Да? В вашей Солнечной системе есть все внутренние планеты, есть архетипичная астрология, которой я тоже занимаюсь. Для тех уважаемых друзей, кто просто не знает время своего рождения, существует архетипичная астрология, да и вообще для всех, для нас. Там идет речь о том, что отражение всех планет есть у вас во внутреннем мире. И также есть отражение всех этих карт, потому что все эти карты, они архетипичные. Так вот, что получается? Что в вашем внутреннем мире есть своя Луна, есть свой Меркурий, есть свое Солнце. И это все есть сам Творец у вас внутри, да? Бог внутри, такое понятие. Но тоже у вас во внутренней системе есть понимание того, что все ваши близкие, которых вы пустили в свою ауру, вы дали им разрешение. То есть вы живете с ними близко, вы общаетесь близко, вы родные души. Родовая душа ваша состоит из всех родных, которые жили до вас и которые будут жить после вас. Так что эти все люди имеют доступ к вашей внутренней системе. Вам нужно знать, четко для себя определить, какое вы место им дадите у вас внутри в вашей ауре.
Если вы дали вашим близким неправильное место, то есть позволили им занять то место, которое они захотели занять, мы часто даем это матери по незнанию, потому что мать тоже должна иметь определенное место в нашей системе внутренней. Мы часто даем это нашим любимым людям, детям. О, да, детям мы даем такое место, и не имеем права. Перед самим собой не имеем права. Дети, они должны знать, какое место занять внутри нас. Мы их должны поставить на место. Вот это выражение «я тебя поставлю на место» понимается неправильно. Часто люди думают, что они ставят на место, когда они говорят человеку, как ему быть в его собственной системе. Есть наша система и их собственная система. Это абсолютно... Я хотела взять карту, не взяла. Видите, значит, моя рука не должна была ее взять. Так и должно быть. Я всегда... Мои руки не принадлежат мне, когда я делаю расклады. Принадлежат вот именно тому, чтобы дать вам ответы. Так вот, хочу в 2 словах очень быстро сказать, что поставить человека на место, это нужно понимать правильно. Поставить человека на место в нашей системе необходимо, иначе он займет то место, которое захочет. И будет нами пользоваться, будет вампирить. Но поставить человека на место в его системе мы не имеем права, это будет грех. Часто делают это мамочки, которые внушают детям любовь, типа к себе. Да? В любовь внушить нельзя. Ребенок любит этот мир или не любит этот мир, а он сам делает вывод, а мы просто показываем ему пример, и все. Если мы показали ему пример к нему, к ребенку, ребенок будет нас любить 1000000%. А если мы показали ему пример нелюбви к нам и говорим потом, настаиваем на любви или же манипулируем ребенком, что очень часто мамочки делают, сознательно или несознательно, чтобы завоевать его любовь, это большой грех, этого делать нельзя, и все мамочки этим грешат. Поэтому я беру на себя смелость считать четко каналы карт, которые мне открываются, хоть знаю, что сейчас будут, может быть, всякие слова в комментариях. Но все дело в том, кто пишет такие слова, не понимает, что я от себя ничего не говорю. Я не обижаюсь на такие слова, потому что я ведь говорю все от канала карт. Смотрите, тот, кто является другом, говорит Луна, здесь Луна дважды вышла, расклад очень сильный. Высшие силы вы сделали, конечно, а не я, да? То есть тот, кто считается другом, смотрит на тучи. Видите, смотрит на тучи. Луна сейчас открывает вам, что в вашем окружении есть домашний человек, который вами манипулирует. И поймите, и есть тоже друг, вхожий в дом, который вами манипулирует. Все дело в том, что друг иллюзорно вам представляет мир. Он хочет вам навязать его мирозрение. Его мирозрение, да, есть выражение мирозрение. Каждый из нас имеет свое мирозрение. Этот человек хочет вам навязать свое мирозрение, потому что он преследует свой интерес. Да, друга нельзя пускать во внутреннее пространство. Ему нужно поставить такие замки. С ним разговаривать можно только, когда вы выйдете из своего внутреннего пространства на нейтральной территории. Есть такая специальная методика, да, в мире, и это методика собственного пространства. Методика пространства. Это очень классная методика. Она еще была придумана в начале 20 века. Рудольф Штайнер был такой великий философ христианский, да. Вот. И он это придумал. Теперь уже все люди понимают, что другие люди на нас влияет род. Родовые программы точно уже даже ученые проверили на собаках, что есть родовые программы. Если, например, крысу били, когда, например, звучал определенный звук. В 3-м поколении крысы, ее детки и прадедки, которых никогда в жизни не били, когда звучал вот этот определенный звук, они дрожали от страха. О чем это говорит? Доказано, что эзотерика работает, что родовые программы, которые еще в Библии тоже описаны, они работают. Поэтому у Христа там вот такая родословная, да, что мы знали, что он, от кого он произошел. Каждый из нас произошел от самого начала. И начало идет до 5, вы сейчас не поверите, до 5 миллионов лет идет начало каждого человека. Так что не думайте. Это все очень серьезно. Мы все пришли от звезд. Так вот, когда вы общаетесь с другом, я зачем это говорю? Вы сама звезда. Вы должны друга принимать, разговаривать с ним за пределами вашего пространства. Это говорит Луна. Луна говорит. Здесь Луна полная, здесь Луна, видите, какая? Да? Уже она буквально вот-вот станет полной. Угу. Понимаете меня, да?
То есть все, что вам нужно знать, это, что когда вы говорите с другом, его нужно слышать, выйти к нему нужно. Мы посылаем своих двойников. Это очень просто делается. Если мы будем сами выходить из себя, есть такое выражение «не выходи из себя». Луна отвечает за эмоции. Не выходи из себя. То есть принимай друзей всех, когда ты послал во внутреннее, из внутреннего во внешнее пространство своего двойника. Делать это очень просто. Это все в принципе вот этой механики, простая механика пространства. Внутреннее и внешнее пространство. Вот. Таким образом, с другом никогда ничего не будет плохого, потому что он не будет знать вашу внутреннюю жизнь. Вы себя оставили у себя в центре, вы не сдвинулись с центра, когда говорите с другом. Если вы с центра сдвинулись, вышли сами из себя, когда говорите с другом, могут быть эмоциональное напряжение, могут быть всякие проблемы. Друг может вам внушить что-то, потому что туча — это иллюзии, он может вам что-то внушить. Точно так же и с домашними. Точно так же. Но с домашними, кто имеет такую же кровь, как вы, там сложнее. Там нужно знать, что они вхожи в ваше внутреннее пространство иногда. Вы можете их иногда пускать, но обязательно нужно не забыть их отпустить тоже, да? Например, поговорили с сыном, с дочерью и отпустили их из вашего пространства. А мамочки всегда оставляют их у себя, поэтому названивают, поэтому волнуются. И волнение не помогает детям. Когда мы волнуемся о взрослых детях, мы просто не верим, что они могут, что они самостоятельные, что они стоят у себя на ногах. А если мы сомневаемся, мамочка — это большая магия, да? Если мамочка сомневается, что сын стоит у себя на ногах, сын будет слабый. Вот. И если у нас с родственниками есть какие-то плохие отношения, мы родственников очень просто ставим на место в нашем пространстве. Вот зашел родственник к нам, да, тетя, там еще кто-то, мы говорим: окей, ты пришел, какое у тебя место? Но это вы у него не спрашиваете, это ваш внутренний разговор с собой. Когда я тебя ставила на место, где ты? Там у изгороди где-то. Кстати, у меня есть чистки, ваше пространство, ваша звезда, и там очень четко, там дом посередине, там все такое. Очень классная чистка, всем рекомендую. Авторская, конечно, все мои чистки авторские. Так вот, зашла тетя, а мы знаем, в прошлый раз, тетя, я тебе дала место, вот там направо от изгороди, там вот ты стоишь, и ты не имеешь права ко мне подойти в самый центр, иначе ты меня можешь сдвинуть. И на этом уровне мы с тетей разговариваем, понимаете? То есть это символически я говорю, ну то есть мы с ней говорим только так, как мы посчитаем нужным. И открываем себя только так, насколько мы этого хотим. И тогда с этой тетей у нас никогда не будет вот такая лиса, которая сможет нами управлять, как захочет. Вы поняли, да? Это чисто я Луну читаю, кто не знает. Карта «Дом» показывает, что ваш дом, он должен очиститься от негатива, потому что в этой колоде есть два дома. Чистый и вот такой, которому нужен ремонт. Может быть, у вас дом на самом деле как... О, смотрите, гадалка. Вы поняли, да? Какое предсказание сегодня идет? Какое предсказание идет? Это потрясающе, да? Все понятно здесь. Все понятно. Да. Я сейчас считываю просто от карт Луна. И что гадалка хочет вам сказать. Угу. Гадалка не случайно вышла. Она говорит, что все слова, которые вы сейчас услышали, они были правдивые. Я просто честно, очень честно, гадалка мною довольна, очень честно, смотрите, видите, очень честно читала вам каналы карт. Она очень мною довольна, и дерево карты подтверждает, потому что мы говорили о ваших родных, о тех, кто вхожи в дом. А это карта дерева, родные, корни. И гадалка говорит: ты говорила правильно. Как разговаривают карты? Я читаю живые слова, которые туда идут, энергии превращаю в слова. И тоже карты мне подтверждают, правду ли я говорю. Смотрите, истинная правда. Истинная правда. Что гадалка еще говорит? Что, ну, здесь обо мне идет немножко речь, да, вы уже извините, но раз я ваш магический терапевт, вы послушайте. Гадалка говорит: мне можно доверять. Я дала обещание самому Творцу. Вот это кольцо в этой организации, здесь из 3 карт, означает как кольцо Папы Римского. Знаете, кольцо Папы Римского — это его обещание высшим силам служить людям. Ну, там служит он людям или не служит, это уже, знаете, каждый понимает, как хочет. Но он дал обещание, когда взял это кольцо.
Вот. И гадалка здесь говорит, что такая же суть, например, моей работы. Я дала обещание, что я буду помогать людям, я буду честно считать каналы карт, и гадалка говорит, что я выполняю свою функцию 100% честно. Гадалка мною довольна, потому что она показала через карту дерева и кольцо. Я очень редко вам говорю то, что показывают карты относительно меня, но здесь нужно было, потому что когда выходит карта гадалка, она говорит о том, кто предсказывает. Что еще хочет сказать гадалка именно вам? Смотрите, где-то в вашем обществе что-то происходит, есть какие-то люди в вашем обществе. Вот не только лисы есть, но смотрите еще, кто есть в вашем обществе. Это карта лилии, это одна из лучших карт в колоде. Она говорит, в вашем обществе есть люди, и именно через Луну вы их найдете, увидите. Вы узнаете что-то за люди, которые могут стать вам достойными партнерами. Карта лилии – это достойные партнеры. Эти люди могут стать вам очень достойными партнерами. Также карта якорь показывает, во-первых, что я вам служу верой и правдой, продолжает за меня рассказывать обо мне, а также говорит, что есть люди очень верные вам. Ну, я тоже верный человек вам. Очень-очень верные люди. Смотрите. В принципе, можно рассматривать весь этот расклад, весь второй ряд, как именно здесь вот я прохожу интервью с вами, да, с моими любимыми родными подписчиками, настоящими, перспективными, чтобы вы видели, с кем вы имеете дело на моих раскладах. Потому что я человек, я говорю, что я звездный человек, потому что, ну, все мы 60-е, кто родился, да, когда вот люди начали посылать в космос свои корабли. Я человек звездный, мне звезды дали право и дали силы, и дали звезды мне талант именно в том, что я делаю. Это звездный талант, предсказатель, духовный, можно сказать, лидер, можно сказать, или духовный учитель, можно тоже сказать. Но я предпочитаю не то, ни другое говорить, а просто человек, который проводник, который с вами идет и вам помогает на пути. Вот это звездная дорога, да, звездная дорога – это человек, который понимает звезды. Я астролог, профессиональный астролог, а не популярный. Есть разница между профессиональной и популярной астрологией. В двух словах скажу, популярная астрология, она не оправдана опытом. Вообще астрология – это не религия, нельзя говорить, я верю в астрологию или нет. Это наука, наука древности. Любая наука древности была основана на опыте. То есть у звездочета вот такие толстенные книги, тысячи книг, где мелким шрифтом записан опыт каждого человека. Поэтому мы знаем, что характерно для Дев, что характерно для Весов, что характерно для Скорпионов. Да? Популярная астрология смотрит на дома по солнечному знаку. Это не астрология, это просто для развлечения. А на самом деле на дома нужно смотреть только по восходящему знаку, потому что у каждого свой индивидуальные дома, но не дома, как для всех весов одинаковые дома. Да? Это чисто популярная астрология, просто для, для развлечения, наверное. Как, например, приведу пример, карты можно использовать для развлечения и для предсказания, для духовных практик. Да? Я карты использую только для духовных практик, и вам тоже советую. Например, астрологию я использую только для духовных практик, чтобы себя понять и понять других. Астрология для того, чтобы понять себя и понять других. Я профессиональный астролог, я смотрю, если вы знаете свою дату рождения, вернее, время рождения, да, мы смотрим, естественно, по асценденту, то есть по восходящему знаку ваши дома. Если по какой-то причине потерялись церковные книги, потерялись книги из роддома, и вы не знаете своего времени рождения, мы смотрим для вас космограмму, то есть архетипичной астрологией занимаемся, что тоже очень-очень здорово. А вот это мой принцип. Кстати, у меня есть курс по астрологии, кто не знает, очень доходчивый и очень дешевый, потому что астрологию понимать это не просто. Так что вот я астролог, это говорит обо мне. Астролог, который дал обещание, якорь, служить вам, моим слушателям, верой и правдой. Я денег ни у кого не беру, и поэтому никому ничего не должна. Я делаю только для всех работу. Вот это тоже здесь выражено. Потому что кольцо говорит, что это мое призвание. Это мое призвание. Я делаю это, потому что люблю вас, люблю то, что я делаю. И это мое интервью перед вами получилось. Интересно, да? Неожиданно совершенно. Вот Луна как открыла. Может, это нужно было сделать. Я на YouTube уже очень многие годы, еще ни разу о себе не рассказывала. Ну вот здесь такое интервью. Кто зашел там, чтобы сказать о себе, говорит, тот не знает, наверное, что в своих видео я никогда о себе не говорю. Очень редко.
Какое-то одно или два слова, чтобы только как пример привести, чтобы понятнее было. А теперь карта дерева говорит, что я унаследовала это по наследству, конечно. И то, что я говорила здесь, вот в первом ряду, тоже очень долго, кстати, касалось вас, гадалка говорит, я правду сказала, потому что мы говорили о родовых корнях, мы говорили о защите. А ваша аура — это какое дерево? Видите, вот эта окружность — это аура. Мы говорили об ауре, о ангелах-хранителей. И я, когда буду делать в конце молитву, я буду говорить о хранителях рода, специально, чтобы помочь вам, да, чтобы хранители рода вам помогли. Говорит гадалка, что сделай молитву от хранителей рода. Вот это я сейчас сделаю в конце этого видео. А здесь у вашем окружении много есть людей, которые вас очень любят, потому что лилии — это любовь других людей. Это тоже, если вы еще не имеете пары, Луна говорит, что вот-вот скоро у вас будет возможность встретить свою большую любовь. Но чтобы это произошло, вам нужно знать, есть условия. Высшие силы все дают с условиями, но условия, как говорил Христос, мой крест легкий, бери и неси. Условия легкие, а условия простые. Вот то, что я сказала, по тем правилам нужно жить. Очень скоро придет в вашу жизнь новое понимание себя. Очень-очень скоро придет это. Карта коса именно в этих картах, именно в этих, да, в лиловых, это урожайная карта. Очень скоро вы будете пожинать урожай своего труда. Очень скоро. Например, вы работали, у вас была работа, да? Карта коса говорит, что очень скоро вы сможете получить вознаграждение за свою работу. Например, вы чему-то обучались. Очень скоро вы уже начнете зарабатывать в этой области. Это очень хорошая карта лиловая. Сейчас вышли хранители рода. Сейчас вышли хранители рода, и они хотят вам что-то сказать. Во-первых, их слова очень скоро нужно заметить, да. Карта крест показывает, помните, я сказала Христос, мой крест легкий, бери и неси. То есть легкий крест — это тот крест, где нет сожаления о прошлых жизнях, о прошлых неудачах, о тех людях, которые вам навредили, потому что такой крест тяжелый. Это крест тяжелой памяти. И когда Христос сказал мой крест легкий, бери и неси, он имел в виду крест, где нет сожаления о прошлом. Вот смотрите, хранители рода говорят, ты будешь счастлива, ты красива. Этот ряд будет для вас. Okay? Этот ряд был от Луны для всех. Этот ряд был, скорее всего, для меня, но и тоже для вас. Я могла бы его для вас тоже прочесть, но поскольку вышла гадалка, это сигнификатор того, кто предсказывает. Я здесь о себе сказала, интервью с вами прошла. И третий ряд — это чисто для вас. Хранители рода говорят, очень скоро ты поймешь, что ты самая прекрасная, самая красивая, самая успешная, самая лучшая. Хранители рода здесь вышли в виде крест и гроб. Это две карты, которые показывают хранители рода. Когда они выходят вместе, это точно родовые хранители. Что они хотят вам сказать? Солнце. Очень скоро ты поймешь, что тебе не нужно прислушиваться к мнению других. Очень скоро ты поймешь, что сколько людей, столько и мнений. Слушайте внимательно, это говорят хранители рода. По моему методу всегда, когда выходит крест и гроб вместе, всегда хранители рода. Очень скоро ты поймешь, что тебе нельзя зависеть от мнения других. Что другие люди не имеют никакого права и никакой правдивой информации о тебе. Когда они говорят, каждый мир человека, каждого субъективен. Когда человек говорит, он субъективно говорит о своем восприятии мира, то есть тоже о своем восприятии вас. Поэтому, когда человек говорит что-то о вас, он всегда, абсолютно, говорит сам о себе. Хранители рода говорят, когда ты, наконец, закончишь слушать свое мнение других людей о себе, когда ты, наконец, поймешь, что у тебя своя звездная счастливая дорога, Солнце, когда ты, наконец, поймешь, что именно сейчас, здесь и сейчас, в то время, когда почувствовать себя нужно в своей силе, высокая энергетика цветов, в своей силе и жить по своим правилам. Солнце и кольцо. И хранители рода через эти две карты говорят, когда ты наконец поймешь, что твоя жизнь творится здесь и сейчас, что ты не можешь оставить жизнь на потом или проживать снова и снова какие-то неудачи из прошлого. Когда ты наконец поймешь, что сейчас, возможно, для тебя счастье, сердце. Вернее, сердце, видимо, здесь есть. Карта сердца часто проявляется в духе. То есть я не говорю, но ее нет.
Карта сердца тоже здесь есть. Обязательно она вышла здесь в духе. Я читаю живые каналы карт, кто не знает, поэтому иногда вот такие бывают. Это не оговорки. Кто подумал, что это оговорка, не бывает оговорки у предсказателя. Все, что предсказатель сказал, это так оно и есть. Так вот, когда ты наконец поймешь, что твое счастье в твоих руках, что все желания начнут исполняться, когда ты начнешь что-то делать. Можно иметь желание и ничего не делать, тогда желание затухает. А можно иметь желание и начинать здесь и сейчас вставать и начинать что-то делать. Пусть вам покажется, что эти действия какие-то детские, несерьезные, что у вас не получается, это вам только кажется. Это первые шаги, как у ребенка. Ребенок не говорит себе: у меня не получится, и перестает пробовать ходить. Он падает, встает, падает, встает, падает, встает, а потом бежит. И бежит так прекрасно, как никакая балерина не умеет. Понимаете? Потому что он падал, вставал, только поэтому он так прекрасно может бежать. Как будто летит. Обратите внимание на детей маленьких, 2, 3, 5 лет, до 5 лет буквально. С 5 начинается то, что человек начинает формировать свое восприятие мира, потому сколько он видел насилия вокруг себя, жестокости, и часто выбирает роль или жертвы, или же противоположную. К сожалению, но это в другом видео о этом будет. А сейчас хочу сказать, что начинайте действовать, потому что кольцо говорит действие, это обещание. Смотрите, 2 раза повторилась карта кольцо. И это место силы. Посмотрите, 2 раза повторилась карта кольцо, 2 раза повторилась карта луна. И это место силы в этом раскладе. Вы сильный человек. Луна говорит, луна показывает вам именно на карту кольцо, потому что именно эта карта повторилась 2 раза в этом раскладе. У вас есть обязательства перед собой. Напишите на бумаге, если трудно. Запомните это. Обязательства какие? 30 дней. Только действуйте по этим обязательствам. 30 дней. Потому что, можно 30, можно 28. Примерно цикл лунного месяца, да? Давайте скажем 28. Примерно лунный месяц. Скажите себе, дайте себе обещание, что я буду действовать только по принципам, которые я дала себе обещание. Понимаете? А не по тем принципам, чтобы или сетовать на жизнь, или да, жалеть себя нужно, но жалость к себе должна быть, знаете, какая? Я все это могу поменять. Я возьму ответственность за то, чтобы это все поменять. Естественно, вы не можете взять ответственность за врагов, которые вам жизнь попортили. Но если вы им дадите возможность, вернее, ответственность исправить вашу жизнь к лучшему, но это же смешно. Никакой враг не исправит вашу жизнь к лучшему. Да даже друг этого сделать не может, потому что друг видит мир по-своему, субъективно. Но враг, он никогда другом не станет. Поэтому обижаться на врага бессмысленно. Нужно взять ответственность не за преступление врага, нет. Нужно взять ответственность за то, что вы все сделаете по-другому, что вы все исправите. Исправите его ошибки относительно вас. Вы сами их исправите. И карта кольцо, когда мы надеваем кольцо на руку, я вам предлагаю заговорить кольцо вот на удачу. Можно, кстати, купить даже маленькое дешевое кольцо или сделать кольцо из чего-то, но которое не испортится 30 дней или 28 дней, которое будете надевать каждый день. И заговорить это кольцо здесь можно. Вот буквально посмотреть это видео еще раз и положить кольцо возле экрана. Заговорить его, оно вам поможет. Не иметь негативную мыслекрутку. И разговор с собой, негативный разговор с собой не иметь в течение лунного месяца, а говорить с собой только созидательно, как самый лучший друг, как сам Творец, как сам ангел с вами говорит внутри. Себя поддерживать, себе помогать, себя хвалить, да, себя хвалить, себя жаловать, себя миловать, себя уважать. И любить себя – это позаботиться о себе. Луна – это забота, материнская забота. Поэтому через Луну видно, как полюбить себя. Это заботиться о себе. Это не позволять себе съесть тот лишний кусок, который потом испортит здоровье. Нет. Или ту лишнюю рюмку, там, кто выпивает. Нет, это не то. Полюбить себя – это заботиться о себе. Заботиться о своем теле, о своем духе и своей душе. И вот эту заботу дает кольцо. Вы дали себе обещание – миловать себя, заботиться о себе. Вы дали себе обещание, и Солнце вместе со звездами – это ваш гороскоп. Это ваш гороскоп. Солнце вместе со звездами говорит, что это обещание вы выполните обязательно, потому что Солнце – это ипостасия Творца. И Луна, видите, в этом раскладе вышла Луна, Солнце и звезды. Это очень знаменательно. Когда такие карты выходят в раскладе, расклад очень правдивый. Это все небесные светила. Через эти небесные светила с нами разговаривает сам Творец, через звезды, через Солнце, через Луну.
Это все есть отражение, что вверху, то и внизу. В нашем личном ауре, в нашей личной ауре по карте дерева, в нашем личном гороскопе отражение этих всех светил. И там идет такой разговор с собой. Вам нужен разговор с собой, который хранители рода говорят: перестань себя ругать, перестань думать, что другие могут на тебя влиять, только если ты им позволишь. То есть если будешь думать о них, ты проведешь ниточку к ним. Солнце говорит о том, что тебя ожидает успех вместе со звездами, звездная дорога, популярность, успех в профессии, успех в любви. И кольцо говорит: ты будешь счастлива. Мужчина возьмет на себя обязательства и выполнит их. Он будет верный. Самому себе нужно быть верным. Вот в чем настоящая фишка. А я хочу сказать 2 карты кольцо. А я хочу сказать все небесные светила. Вы понимаете, да? Вот что я хочу сказать. Какой расклад. Какой замечательный расклад. Сейчас мы с вами вот что сделаем. В этой колоде есть карты мужчины и женщины. И это может быть просто вы. Еще раз повторюсь. Мужчина, как он сделан. Мужчина from outside, на внешней стороне, внутри женщина. Женщина как сделана? Женщина на внутренней, извините, женщина на внешней стороне, на внутренней мужчина. Да? Поэтому и то, и другое есть у вас. Я сейчас найду карты, сделаю тоже диагностику. Найду карты мужчины и женщины. И эти карты мы будем с вами делать молитву для них. То есть это вышка. Смотрите, сон. Опять дом, первая карта. Да? Но я сейчас не смотрю, просто на первую карту всегда нужно обращать внимание. И это будут госпожа и господин помоложе. Это хранители рода, те, которые постарше. Вот господин. Какая карта будет после него? Посмотрим позже. И сейчас мы возьмем карту госпожи, найдем. И у нас будет молитва-заговор. Молитва-заговор – это аффирмации, кто не знает, да? Магические аффирмации. Мы найдем карту женщины. Госпожи, вопрошающего. Тот, кто смотрит расклад, моя дорогая подружка, мой дорогой друг. Мужчины тоже смотрят, но мало. Неважно сколько, но поэтому обращаюсь. Или же вы можете заговорить, аффирмации сделать на любовь. Здесь будет универсальная молитва, старинная молитва. Вы можете ее добавить своими словами. Пропустила ли я карту? Видимо, пропустила. Значит, так и нужно было. Или, может быть, она осталась в коробочке? Нет, там ничего нет. Значит, я буду сейчас еще раз делать. И еще хочу сказать, смотрите, кто-то скажет, что ой, она пропустила карту, она невнимательная. Нет, значит, не нужно было мне это увидеть. Понимаете? Почему? Потому что, значит, нужно было, чтобы женщина была окружена другими картами. А может быть, вот эта женщина. Такое тоже может быть. Но я просмотрю карту еще раз. Потому что эту карту там мы не открыли. Иногда так бывает, я пропущу карту какую-то, и люди говорят, не заметили. Или назвали карту другим именем. Но это же каналы карт, я считаю. Если я не заметила, значит, так и нужно было. И вообще предсказатель, который рассматривает карты и разложил, тот только имеет право их читать. Вот. А тот, кто разложил, тот имеет право читать расклад, другими словами. Вот видите, нет женщины, скорее всего, она здесь. Но во всяком случае, это то, что меня сподвигли высшие силы еще раз просмотреть. Поэтому я это и делаю перед вами. Показываю все крупным планом, потому что карты, они лечебные сами по себе, именно по моему методу. Кто ворует мой метод, тот, конечно, будет за это платить. Обратки будут, потому что каждый человек должен свой метод иметь. И кто ворует мой метод, просто его не работают расклады. Потому что он не свой метод делал, не по своему методу, а по ворованному методу делал расклады, конечно, понимаете, да? Итак, смотрим здесь. Еще одну карту добавим. И потом я сделаю вам магическую аффирмацию. О, хорошо, будет встреча с мужчиной. Расклад получился, да, правда, женщина. Расклад получился немножко длиннее. Значит, так нужно было тоже.
И эти все слова, которые сказала, нужно было сказать. Вам нужно было это все услышать. И каждый в любом случае поймет мои слова по-своему, правда? Смотрите, что здесь видно. Это диагностика. Женщина, госпожа, господин. Перемены в личной жизни, связанные со свиданием. Перемены личной жизни, связанные со свиданием. Мужчина, вы встретитесь, скоро будет встреча, свидание, и это свидание будет знаменосное. Да? Перемены в личной жизни, связанные со свиданием. Очень хорошо. У мужчины будут перемены в личной жизни, он даст о себе знать, он выполнит обещания, он вас любит, во-первых, да, потому что аисты говорят о том, я, когда поправляю карты, открываются лучше каналы, поэтому я это делаю. Здесь видно, что мужчина хочет с вами связаться, он хочет выйти на связь, он хочет быть с вами, он хочет встретиться, карта всадник, он хочет с вами съехаться, скорее всего, потому что всадник вместе с аистами означает, что вы съедетесь, если вы еще не живете вместе. А если вы живете вместе, вы помиритесь, если поссорились. То есть это сближение партнеров. Всадник вместе с аистами – это сближение партнеров. И я здесь вижу, что личная жизнь будет налаживаться. У вас будет счастливая личная жизнь, которая будет налаживаться. Это 100% по этому раскладу видно. Да? Всадник – это хорошие новости. Это хорошие новости от господина к госпоже. Это хорошие новости, что у вас теперь будет лад между вами, будет совет да любовь, будет благосостояние, благополучие в вашей паре. У вас будет все хорошо и замечательно. А здесь карты даже без слов добавят то, что я не сказала, потому что я смотрю время уже очень много, и надеюсь, что вы с пользой для себя провели время на моих раскладах. Всегда зависит от вас. Но я всегда делаю так, чтобы все с пользой для себя провели время на моих раскладах. Всех вас очень люблю, обожаю, обнимаю. Огромное спасибо спонсорам канала. Все медвежьи обнимашки, воздушный поцелуй. И прямо перехожу к молитве заклинанию. Я прошу всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей. Я прошу самого Творца очистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от всех врагов, от врагов видимых и невидимых, от колдунов и чародеев, от проклятия и от заклятия, от наворота, от приворота и от отворота, от неудач, невезений, от ненависти людской, от напасти и злобы, от напущенных болезней, от всего плохого и дурного, от слова лихого, от суеты и от бедности, от нищеты и от всякой беды. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. А я благодарю всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, хранителей рода. Я благодарю самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Да будет так во веки вечные. Аминь, аминь, аминь.